Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала. Всех рада приветствовать. Мира, гармонии, благополучия в вашу жизнь и здоровья крепкого, да? Обязательно. Что ждет? Давайте посмотрим женщину, которая слишком долго была сильной. Вот такой вот расклад я хочу сделать сегодня. Что вас ждет? Что вас ждет после испытаний, после, может быть, каких-то очень трагических ситуаций, может быть, болезненных, может быть, предательства. Ну, вот такое вот, да. Потому что действительно очень часто по раскладам, особенно которые вот я делаю и я чувствую вас, да, вы действительно как должны вроде бы быть сильной. Смотрите, мужчины, если смотрите все-таки, ну тут постарайтесь, да, я все-таки для женщин больше буду говорить. Но если смотрите, может, свое что-то услышите, перестраивайте немного на себя. Вот. Здесь чувствуется очень, что в каких-то ситуациях, в каких-то отношениях с детьми, с старшим вас поколением, младшим, да, опять же, вы стараетесь играть иногда даже роль, но роль, которую вы считаете правильной, правды, понимания, силы, коня на скаку остановите, да, вот что-то в этом роде, но и в то же время чувствуется здесь вот слезы. Ну, давайте слезы скажу, потому что я многое что тут чувствую. Чувствуется как будто потерянность, чувствуется, что никому не надо все это, что делается, что время идет. Ну вот такое вот. Давайте, да, посмотрим, что карты скажут, как они подскажут, чтобы начать менять какой-то вопрос жизненный, или себя в этой жизни, или жизнь для себя, да. Ну, перемены к лучшему. Вот чтобы они были. И сейчас уже. Вот. Будем смотреть. Будем смотреть. Думайте о себе, проговорите свое имя. Сейчас посмотрим, что карты расскажут про вас. Ну и оттуда сразу же. Что ждет вас? Да? Что вас ждет? Так, что карты? Знаете, по этой карте, вот первая карта, это карта шрам. Во-первых, хоть маленький, но у вас реально есть шрамик или шрам от чего-то. Вот. Но это еще, конечно, больше как шрам на душе. Это боль, это обида. Здесь вам приходилось сдерживать слезы. Вот они в шрам и вылезли. Знаете, когда вот сдерживаешь, да, слезы, боль. По-моему, я чувствую, что кто-то из вас недавно плакал. Просто реально недавно плакал. Либо было очень больно на душе, что душа рыдала, либо вы реально плакали. Вот кто-то из вас плакал. Это, не знаю, какая-то либо несправедливость, либо просто обида уже, либо накопилась. Вот что-то было. Вот такое чувствую. Но вам приходилось сдерживать и слезы, и боль. Вам приходилось улыбаться, когда сердце болело. Потому что вы считали, что должны быть твердой и железной. Либо не время, либо не перед этими людьми, либо что другие скажут. Я не знаю, какое именно, но вот у каждого оно свое, вот это вот понимание. Но вам приходилось быть твердой и железной. Вы устали, но вы тянете многое на себе. Когда дети, вот у кого так еще, когда дети маленькие были, как будто бы вам и подсказать, помочь некому было. Вот у кого-то так. Опять же говорю, расклад общий, но вот у кого-то так.
что вот на вас, на вас, на вас, что кому-то другому помогают, даже, может быть, вашим близким родственникам, а вам нет. Ваших детей, ну как сказать, больше я вижу по вот этому шраму, там многое зашито. Я вижу, ваших детей знают, знали, но как будто в них не вкладывали свои, не вы, другие люди, ваши близкие, свои чувства, там, свои понятия, что вот детки и все такое, да, как будто бы вот с другими детьми нормально, а ваши как на раздачу. Не у всех, но у кого-то вот есть такое. Есть. Что еще вижу я по вот этой карте? Знаете, как я ее достал, всего лишь одна карта, но передо мной как будто бы сериал. Сериал того, что было. То, что в ваших вот под этим шрамом скрывается. Я вижу у кого-то мама. Не для всех, опять же, давайте я просто перечислю то, что вижу. Не для всех, ну не может быть прям все для всех, да? Поэтому буду говорить, что вижу, а вы уже смотрите, ваше, не ваше. Я вижу, что у кого-то из вас мама отдала свою любовь сестре вашей. К вам тоже у нее есть чувства, но они не такие. Как будто бы вы для нее сила, а сестра слабость. Вот что-то в этом роде. У кого-то очень или брат, я вижу мужскую энергию. Вот здесь немножко путаюсь, потому что именно мужская энергия, но кто это? Отец, брат. Кто любил обзываться, извините за слова такие. Я уж не буду их перечислять, чтобы еще раз извиняться, да? Вот, но кто-то любил, вот именно мужская энергия, обзывать вас и обзывать ситуации и вообще людей даже. Здесь не было чистого, здесь именно плохое изо рта просто вырывалось этого человека. А это не ваше, чтобы такое постоянно слушать. Вот такая боль была. Вижу соседку. Но соседка это больше как вы еще ребенок. Ходила вокруг и около, может быть, даже в ваш дом заходила, зло принесла. Зло принесла. Вот такое вижу. Когда вы были с бабушкой, либо, опять же, с мамой, вижу, либо бабушка, либо мама, и вот эта соседка, она старше, она как бабушка, либо вот возраст между вашей мамой и бабушкой, да, вот такой возраст может быть, старше мамы и младшей бабушки. И она ходила, высматривала, вроде бы как могла что-то и сказать, принести, но какая-то сила нехорошая около нее была, вот вокруг нее. Она как будто бы даже вот вроде бы угощает конфетами, а на конфетах может быть наговор. Здоровье, радость, улыбки, что-то хотела отобрать. Вот такое в вашей жизни было. И да, после этого вы тоже испытывали болезнь, может быть. Может быть, кто-то вот из-за этого всего вот впадал в какую-то болезнь хроническую, либо просто раз кто-то пришел, что-то сделал, и вы уже заболели. Но это тоже больно, это тоже слезы. В вашей линии, по вашей линии, есть родовое, как, знаете, цепочка событий, родовое что-то, да, где защита есть, но иногда вам надо, или как это сказать, а вот здесь я уже следующую карту достану, надо пройти что-то не очень хорошее, чтобы получить конкретно хорошее и навсегда для своего рода дальше.
Кармические ответвления были в вашей жизни, ответвления, потому что род ваш защищает, и древо у вас сильное. Но какие-то кармические ответвления были, где либо надо попасть во что-то не очень хорошее, либо, может быть, да, где-то вот приходилось терпеть, как говорится. Потому что, может, защита срабатывает именно в нужный момент, а не всегда. Но самое главное, что у вас всегда на всю жизнь эта защита есть. Вы всегда будете под защитой. Где-то слабее, где-то сильнее, но вы всегда будете под защитой. И на данный момент, раз вот этот шрам первый вышел, я многое отсюда чувствую, значит, на данный момент здесь идет расшифровка. Высшая сила, ангелы ваши, да, они хотят вам сказать, ты стоишь на дороге, на перекрестке судеб, знаете, как будто бы вот ваша судьба и перекресток не вашей же судьбы дальше, как бы другая, вторая ваша дорога, а именно чья-то, которая переходит, а вы берете ее и перепрыгиваете. Вот в данном раскладе я вот эту ситуацию вижу, эту картинку. Вы обретаете покой, вы обретаете свое счастье, вы идете по своей линии. Вы очень сильный человек, да. Иногда, да, хочется расслабиться. Вот. Но род у вас в покой, гармонию и благополучие ведет вас и будет вести. Спасибо вашим ангелам, скажу так, потому что я чувствую их присутствие здесь. У вас было увлечение чем-то? Но такое чувство еще здесь, да, что вы в любом увлечении чувствовали свое одиночество. Увлекались спортом, увлекались там мужчиной, да, увлекались какой-то специальностью, чем угодно. Но как будто бы вы все равно в этом увлечении, эта карта увлечения вышла, чувствовали свое одиночество. Вроде бы вы много даете, вы умеете, у вас получается, но как будто бы вас не видно, как будто бы вас не видели и не чувствовали. Закрытие чертиком было хвостом, как хвостом накрыло, как хвостом закрыто. Как будто бы в любом деле не чувствовали поддержки, а должны были наоборот кого-то еще и поддерживать. Даже тех людей, кто спасибо не скажет. Вот такое вот у вас еще было, а может даже до сих пор. Одиночество вас просто мучает. Хотя общаетесь вы нормально, разговариваете, вы нравитесь людям, но как одиноки все равно вот такое. Переживаний много было, не с кем поделиться, да, своими переживаниями. Такое вот. Страсть была, боль из-за вот этой страсти. В вашей жизни была страсть. Но вы не почувствовали, а вы как будто бы попали в боль безумия. Знаете, когда слезы, просто вот как вроде бы, знаете, давайте так, даже по этой карте сейчас скажу, как будто бы вы вот накрасили глазки, да? Такой вечер, допустим, это я образно говорю, вечер должен пройти, да, и вдруг что-то происходит такое, либо слово за слово, я не знаю, либо такое расположение к тебе, да, что у тебя вся эта вот красота течет. Просто слезы, потому что и краска, и что ты накрасил. Это я образно говорю, чтобы понять вот эту ситуацию боли и разочарования, и даже бывало на ровном месте. Хотя вы, может быть, даже и не показывали вид иногда, что вам так разочаровано, больно и все остальное. Такое впечатление, что вам хотелось куда-то убежать. И когда душу... Вы боитесь душу нараспашку показывать, потому что вам в нее плевали.
Каждая ночь у вас с какой-то стороны разная, но очень много было такого, что вы проводили ночь с тяжестью в душе, делали усилия. И как будто бы вот все это шло через боль ради того, чтобы улыбнуться миру. Не чтобы мир улыбнулся вам, а улыбнуться миру. Потому что, по-моему, вы уже здесь ощущение, что вот вы хотите сказать, а я уже не верю, что мир мне когда-то улыбнется, либо люди поменяются. Вот такое впечатление, что это сейчас от вас идет, что это вы говорите. Нелегкий опыт в некоторых вопросах, да, у вас был. Давайте смотреть, что вас ждет, потому что слишком долго вы были сильной, реально. Падает рутина, защита идет к вам. Это падение рутины. Первый раз, первая, когда карта это вышла, я подумала, что, может быть, это у вас как падение идет. Нет, у вас было падение в этой жизни, было. Но плохое, как рутина, которая просто мучает, когда ты не понимаешь, когда ты вроде вкладываешься, а все равно ты всем безразлична. Она падает, она падает. К вам идет защита, карта защиты, очень сильная карта здесь. Знаете, ваша жизнь действительно меняется. Меняется в лучшую сторону. Шрам опять вышел. Да, грусть, переживания там или боль из-за прошлого по шраму, образно говоря, да, того, что вы пережили, оно есть. Но в уединение ни в коем случае не ходите. Уединение должно уйти из вашей жизни. Не входите в это уединение ни в коем случае. Знаете, распознать начало нового жизненного этапа можно по ряду, допустим, психологических событий или событийных каких-то признаков даже, да. Перемены часто сопровождаются каким-то, кстати, стрессом. Вот ты вдруг ни с того ни с сего испытывать начинаешь стресс. Знай, что это перемены. Это реально перемены, которые идут в твою жизнь, потому что они что-то меняют, потому что реально они тебя выталкивают из уединения и одиночества. У вас личность меняется, вы развиваетесь, вы уже другая личность, вы очень сильная, интересная личность. Есть, кстати, люди, которые реально хотят с вами познакомиться. О, сильное гадание для вас. Карта гадания вышла. Эта карта говорит, что реально сильная. Кстати, вот сейчас здесь именно можете сказать «да», то, что мое, мое. То, что мое, это мое, никому не отдам. Я часто говорю на раскладах, но это реально срабатывает. Так, дальше. А давайте посмотрим ключевые признаки наступления нового этапа. Потому что он у вас есть. Посмотрим ключевые признаки. Боец, вы боец, понятно. Брак, встреча, знакомство, любовь, поцелуи. Вот такое вот. Роскошь и денежная компенсация от судьбы за все пройденное идет в вашу жизнь. Сильные карты. Смотрите, ключевые признаки. По первой карте здесь нужно понять свои внутренние изменения. Да, вы в жизни боец, но хватит быть настолько уж сильной.
вы начинаете по-другому смотреть. Вы начали или начинаете уже в конце концов, да, вот как-то хочется здесь сказать, смотреть по-другому на привычные вещи. Как будто бы старые цели, вот они перестают приносить радость, ну, возникает, может быть, какая-то тяга к каким-то обучением, освоению новых навыков, к каким-то путешествиям, к каким-то интересным моментам. Вы, может быть, никогда что-то не делали, а тут ай дай как попробую. Получится, получится, нет, нет. Все, это уже первый признак наступления нового этапа. Просто желание понять себя, а не быть вечным бойцом в этой жизни. Потому что боец — это хорошо, но только тогда, когда ты приносишь себе радость. Дальше. Появление новых знаков, новых знакомых в вашу жизнь. Здесь получается брак, да? Это карта брака, это когда ты берешься за руку, время пришло, за руку с тем, что тебе действительно хочется видеть в своей жизни. К вам идет вот, любимый человек. Однозначно. Как понять, в вашу жизнь приходят неожиданные новости по этой карте. Так, случайные встречи могут быть, информация, которая вас вдруг заставит переосмыслить какую-то текущую проблемку, либо вообще какое-то текущее положение дел даже. Вот раз, что-то услышал, ой, а я вот тут неправильно, а дай-ка я вот так. Все, знак просто, который вот притягивает любовь и нового хорошего, очень хорошего человека в вашу жизнь. Карта роскоши — это изменение мышления. Если раньше вы чувствовали необходимость бороться и выживать, ну, потому что нужны деньги, нужна сила для детей, нужны там еще что-то, какие-то навыки, не навыки, да, вот мое вот такое, то знайте точно, на пороге нового этапа стоит осознание собственной ценности. Роскошь — это ты в этой жизни. Видите, какую икру кушает? Карта роскоши. Это ты в этой жизни. Здесь борец, борьба. Да? Не надо бороться или выживать. Надо осознать свою ценность. Это ты в миллион раз дороже вот этой черной икры. Вот я так образно говорю опять. Вот карты так хотят сказать, реально. Берите эту энергию с этого расклада на Ютубе, только на Ютубе. Вот берите эту энергию. Подписывайтесь на канал, если не подписались, да, потому что вы будете связаны, очень связаны. Вы не зря нашли. Вы будете с этой энергией просто вот за руку держаться. А это энергия счастья с этого расклада идет. Потому что ненужное, да, или там неуверенное что-то, или вот что-то забыли, допустим, да, вот понимание какое-то вот этого, оно как будто бы сменяется разрешением на свое счастье. Я буду говорить слова, которые можете просто за мной повторить, можете даже в комментарии написать. Вот такое. Сейчас посмотрю еще тут, что карты будут говорить, и в конце скажу слова. Тоже их расшифруем. Вы из холода выходите. Холод на работе — не ваша работа. Вы по душе себе работу наконец-то берете. Вы наконец-то начинаете радоваться в этой жизни. Просто обычной даже работе. Холод на работе. Все, выходите в радость своей души. Трансформация идет в окружении, обстоятельства начинают конкретно меняться. Идет конец, это карта конец отношений, идет конец чему-то, что вы не могли отпустить. Вы отпускаете. Мужчина интересный будет так долго смотреть на вас издалека, но тот, кто не по вашей судьбе, он так и будет смотреть. Он не придет в вашу жизнь, он не испортит вашу жизнь. Хотя есть такой человек. Мужчина именно,
который хочет испортить вашу жизнь, который хочет что-то забрать у вас, но он не придет в вашу жизнь, вы не впустите его больше. Он ярость будет испытывать, потому что он не смог добиться того, чтобы вы плакали, заново плакали, заново плакали. Вот такое кто-то хочет, очень хочет, но не сможет он это получить. К нему это вернется через время. Зависть испытывают люди. Женщина, кстати, женщина какая-то зависть испытывает. Но она останется у разбитого корыта, а вы будете в счастье, в гармонии с очень хорошим человеком, и карта выходит вместе до конца. Вот этому завидуют. Да, какая-то женщина вот этому завидует, что только вы можете. Даже если вы сейчас чувствуете одиночество, вы все равно будете в счастье в своей жизни вместе до конца, со своим счастьем, со своим любимым человеком. Будет зависть? Будет. Но разбитая корыто получит вот эта завистница. Потому что в вашу жизнь нельзя лезть с такими энергиями. Кто-то ревновать будет. Кстати, на вас колдовство делали. Карта колдовства вышла. Хотели сделать вас в этой жизни марионеткой. Деньги, возможно, отобрать хотели. Ненавидели вас за вашу силу, за ваше процветание в этой жизни. Кто-то очень сильно сейчас уже хочет с вами встретиться, потому что очень чувствует вот слабость к вам. Ваш выбор. Да, хотите ли вы это или нет. Хотите с кем-то встречаться, пожениться, может быть, да, выйти замуж. Может быть, просто хороший человек, чтобы рядом был. Ваш выбор. Говорите «да», приходит к вам счастье. И вы будете действительно в восторге от этого. Вот так карты говорят. Доверие хорошее будет. В ваш дом идет доверие света. Это хорошее сочетание двух карт. Невинность. Это значит, душа чистая находит душу чистую рядышком будет. Угу. Вот, так что трансформация окружения в вашей жизни, она действительно происходит. Смотрите, что еще, как подготовиться. Во-первых, выстраиваете границы. В период трансформации вот этой, которая сейчас идет, важно ограничить поток какой-то личной, чужой личной информации, она вам вообще не надо, да? Ну и какой-то лишней информации, чтобы не обесценивать себя через какие-то сравнения с другими людьми. Все, вот это выкидывайте. Второе, что я здесь чувствую, да, по этому раскладу, практикуйте больше, как знаете, практикуйте осознанность. Это можно, если хотите, естественно. Ведение дневника или там записочки пишите себе, что сегодня хотелось бы действительно сделать даже маленькое. Это помогает сбалансировать свое жизненное эго, или как это назвать еще, свое, вот то, что ты хочешь, и реально достичь этого. Дайте себе разрешение. Вот еще что-то такое важное здесь карты. Просто вот всем этим потоком я вижу эту картинку. Дайте себе разрешение. Часто человек застревает на каком-то этапе, потому что запрещает себе принимать помощь или баловать себя. Понимаете, позволить себе быть счастливой и принимать подарки судьбы — это важный шаг к вашему вот этому счастливому дому, к новому циклу своей жизни. Знаете, хочется сказать, помните, что каждый предыдущий тяжелый этап был своего рода, да, где-то наказанием, но где-то и уроком, который сформировал вашу суть, вашу личность и вашу мудрость в этой жизни. И он вот как фундамент, вот недаром вот этот дом, и еще и с картой доверия. Это значит сформирование фундамента в ваш дом, да, для действительно стабилизации и прекрасного счастья.
Вас будущее ждет. Ну, честно скажу, великолепное. Ну, может, конечно, быть какие-то там качельки, какие-то недоразумения, но то, что вы прошли в этой жизни, и то, что вы понимаете, вы как раз вот действительно в том моменте, когда ваше счастье, ваша жизнь, она действительно преображается. Вот так вот. Очень сильный этап, очень сильный. Ну и давайте я вот эту колоду возьму. Классическое таро. Золотое классическое. И хочу, да, сейчас достану карты. Хочу сказать слова, чтобы вы повторили за мной. Здесь на Ютубе, только на Ютубе, мои хорошие, только на Ютубе. На других платформах могут еще и украсть вашу энергию, как и мои видео. Идем. Так. Туз жезлов. Это великолепная карта огня. Великолепная. Так, смотрите, слова. Хватит. Да, вот здесь именно так хочу сказать. Хватит платить своей жизнью за то, что другие люди не оправдали твоих ожиданий. Твои слезы их не изменят. Они только забирают твою молодость и твою силу. Смотрите, я сказала так для вас, но давайте просто говорите вы «я», да? Я должна говорить твою. Ну, как бы это сильнее сейчас. Я как будто бы с этого расклада уже посылаю вам эти слова, а вы немножечко переиначите. Да, вы скажите, хватит платить моей, да, жизнью, но я говорю именно вот твоей, своей. Ну вот как для вас, чтобы этот посыл действительно сработал. Поэтому немножко перестраиваем, но повторить. Это очень неплохо будет. Даже очень. Давайте еще раз, да? Я прочитаю так, а вы по-своему. Хватит платить своей жизнью за то, что другие люди не оправдали твоих ожиданий. Твои слезы их не изменят. Они только забирают твою молодость. Знаете, это для чего? Для вот этого туза жезлов, да? Это значит, что слезы, которые вот изначально в раскладе я увидела, они часто текут от бессилия и обиды у вас на то, что мир или конкретный какой-то человек, ну, он поступает не так. Это упрек, ну вот этот, да, упрек, он жестко, как будто упрек себя, да, вот он жестко, но любяще возвращает вас к реальности. Но такое впечатление, что вот эти слова реально вас возвращают в реальность. Вы с этими словами, как это сказать, вы дефицит энергии забираете обратно в свою жизнь. Многое, что да, нельзя изменить. Но дефицит энергии, дефицит нужного чего-то, вы забираете обратно, вы восстанавливаете. По тузу жезлов, по тузу огня хватит наказывать себя за свои ошибки, потому что каждый человек, да, может ошибаться, но еще и за чужие ошибки тем более. Вот такой вот. Давайте посмотрим еще, что тут карты хотят сказать. Это одиночество, это отшельник. Карта, не знаю, видно вам, нет? Вот такая вот. Здесь уже я скажу, чтобы вы именно через «я» повторяли. «Та» — это как слезы, ну, которые ты должен действительно, вот как с этого посыла, вот как будто я с вас снимаю. Ну и вы подтверждаете. А здесь уже просто повторите, да, за мной. Я здесь уже переиначиваю. Повторяйте. Сейчас. Я разрешаю себе больше не заслуживать любовь, не терпеть то, что причиняет боль, и не быть хорошей для всех.
Моя главная обязанность перед Вселенной, ну, свое тоже говорите, Богом, там, Аллахом, во что вы верите, да? Я скажу, перед Богом и собой быть счастливой. Вот это тоже очень важные слова, сейчас я их повторю. Знаете, когда женщина увядает, это получается потому что терпит ради чего-то. Процветание начинает действовать, когда выбирает себя заново женщина. Повторите. Я разрешаю себе больше не заслуживать любовь. Знаете, иногда так думаешь, надо заслужить. Нет, не надо. Вот как-то так карты говорят. Ну как это? Одиночество вышло без этого. И одиночество среди людей — это вообще это ужас. Поэтому повторите, я разрешаю себе больше не заслуживать любовь, не терпеть то, что причиняет боль, и не быть хорошей для всех. Моя главная обязанность перед Богом, Вселенной, ангелами и собой — быть счастливой. И тогда вы выходите из одиночества в любой ситуации. Это однозначно. Вы выбираете себя. Дальше. Давайте еще третий, и все, в принципе. Новые дороги. Тройка жезлов. Это больше как энергия процветания, энергия расширения, легкости и какой-то даже игры. После всего вы вот почувствуете, как ваши раны жизненные заживают. Вы как будто бы вот не видите возможностей. И тут вдруг открываются глаза на многое. Вот спросите сейчас, да, у себя, что прямо сегодня в этих обстоятельствах жизненных я могу сделать, чтобы себя порадовать? Вот спросите. Давайте повторите слова, которые я сейчас скажу, а потом будете спрашивать. Повторяйте. Там, где был страх и боль, теперь будет мой интерес и мое любопытство. Я перевожу взгляд со своих ран на свои возможности. Давайте еще раз. Там, где был страх и боль, теперь будет мой интерес и мое любопытство. Я перевожу взгляд со своих ран на свои возможности. Ну вот, а теперь ответьте на вопрос. Что прямо сегодня в этих обстоятельствах, скажите, да, я могу сделать, чтобы порадовать себя? Вот что вы можете сделать? Этот ответ будет очень важен для вас именно сегодня, именно после этого расклада. Так, ну вроде бы все. В комментариях, кстати, можете и не писать все эти слова, которые я говорила, да, вы повторили, вы их услышали, и это самое главное. В комментариях обязательно напишите, вот действительно, как всегда, да будет так, во имя всего Вселенного, да, вот действительно, потому что вы это хотите получить. Вы это будете получать, вы это действительно берете. Обязательно. Ну и напоследок, что карты скажут, ну и в принципе все. И в принципе все. Эти я оставляю пока. Вернее, не пока, вот не буду их использовать в этом уже раскладе. Хочется новую энергию, что вас ждет действительно, по-настоящему. Нежность, богатство, эйфория и любовь. 4 карты из всей колоды, как говорится, да, там и обиды, и шрам, и что только не было здесь. Нежность, любовь. Вас действительно кто-то очень-очень ждет в свою жизнь. Богатство. И эйфория — это когда ты наконец-то радуешься тому, что реально в твою жизнь должно было прийти.
то, что действительно тебя будет держать на плаву в этой жизни. Вот так вот. Это точно ваше, это точно ваше. Вот и говорите теперь: да, я это беру, да, это мое, да. Просто вот прям сейчас забираю. Знаете, главный секрет этого расклада какой? Вот кто досмотрел до конца, это 100% ваш, 1000000% ваш расклад. Главный секрет здесь. Ну, смотрите, представьте растение, да, цветок. И вот чтобы бутон цветочка расцвел, его бесполезно ругать или умолять. Обычный цветок, да, его бесполезно ругать или умолять. Ему просто создают условия, дают свет, воду и убирают сорняки. Ваша забота о себе — это и есть этот свет, этот жизненный цикл, жизненный путь, жизненное процветание, любовь. Это и есть свет в конце туннеля. Вот представьте себя бутончиком, допустим. Да? Если кто-то ругает вас, умоляет просто расшибиться, там, не знаю, как еще сказать, разбиться, но сделать. Если, конечно, это необходимо, просто вообще вот вопрос слишком болезненный такой для последствий, вы уж там решаете сами, конечно же, делать, не делать. Вот. Ну, если надо, то надо. Но это не всю жизнь, это не постоянно, это один раз там, потому что вот надо. А вы цветок, бутон которого должен распуститься, чтобы увидеть этот свет, это солнце. Вот. Если вам не дают свет, не дают воду, не убираются эти сорняки, просто поворачивайтесь в другую сторону. Любите себя, и вы обязательно будете самым красивым цветочком в этом мире. Самым красивым цветочком в богатстве, в нежности, в эйфории и в такой вот любовь к вам, да, такая вот, что только с вами захотят быть, вот только вас рядом видеть. И не потому, что вы должны кому-то, а потому, что вас не захотят отпустить. Потому что это им будет тяжело. Тогда, когда вам уже хорошо. Как-то так вот. Так что еще раз скажу, 1000000% это ваш расклад, ваша жизнь, которая действительно меняется. Меняется на уют и благо, потому что вы это хотите. Берите свое счастье. Берите сейчас, вот здесь, через этот расклад от Вселенной на Ютубе. Берите его, и вы будете обязательно счастливы. Дай Бог, да будет так. Все, на сегодня все. Оставайтесь со мной. Будем смотреть о мужчинах для женщин, да, ну и общие расклады для всех, как бы мужчина будет переворачивать, да. Все, на сегодня все. Еще раз увидимся, услышимся, на связи, и будем притягивать этот поток очень нужных жизненных сил. Будем притягивать обязательно. Все.